Привет, Арми. Это просто комплимент или сигнал, который меняет правила игры? Крис Мартин из Coldplay наконец-то высказался о Тэхёне из BTS, и его слова потрясли мир к-поп. Однако еще более удивительной была реакция Чингука. Почему он смотрел вниз со слезами на глазах? Было ли это знаком того, что их концерт в США на грани срыва? Что-то было не так, и мы все это чувствовали. Почему Крис Мартин вдруг произнес имя Тэхёна таким многозначительным тоном перед тысячами фанатов? Почему после этого заявления Чингук решил промолчать с выражением лица, которого мы никогда раньше не видели? И самый болезненный вопрос – состоится ли их концерт в США, как и планировалось? Или он станет финальным этапом для чего-то гораздо более глубокого, чем просто выступление? Концерт, который должен был стать историческим моментом для BTS на пути к полному воссоединению в 2026 году, теперь стал эмоциональной головоломкой, которая преследует фанатов. Многие называют этот момент переломным моментом тишины. Улыбка, некогда украшавшая лицо Чингука, словно исчезла, когда Крис Мартин произнес слова «слишком честным, чтобы быть откровением, и слишком загадочным, чтобы объяснить». Когда я впервые услышал голос Ви, я понял, что это не просто голос, это чувство, сказал Крис на сцене в неожиданном интервью после саундчека. Он продолжил: если кто-то и может написать песню о потере, жертве и гнетущей тишине, это Тэхён. Это заявление не только ошеломило тысячи фанатов, но и заставило камеру переместиться за кулисы, показав Чингука, который больше не смотрит в монитор, как обычно, а стоит неподвижно, крепко сжимая в руках куртку, словно сдерживая что-то большее, чем просто эмоции. Означает ли это, что есть определенные песни, которые исполнят только Тэхён и Крис, или это секретный проект, о котором не знает даже руководство HYBE? Еще более загадочно, что после этого заявления Тэхён никак не прокомментировал ситуацию, ни в социальных сетях, ни в ливе, даже через те слабые сигналы, которые он обычно посылает в селфи. Это молчание было слишком обычным, чтобы быть совпадением, однако ARMY не были просто пассивными наблюдателями. Они знали, что что-то не так, особенно после того, как появилась фотография Тэхёна, практикующего игру на гитаре с Крисом Мартином в секретной студии в Калифорнии. Размытое изображение было загружено в сеть, а затем удалено неизвестным сотрудникам через несколько минут. Но история интернета не лжет. На фотографии также был запечатлен листок бумаги с рукописной запиской, в которой, в частности, говорилось: «Если это прощание, пусть оно будет золотым». Эта фраза сразу же заставила фанатов предположить, что этот концерт был не просто концертом, это было музыкальное прощание, и если да, то кому было адресовано прощание? Было ли это связано со слухами о том, что Тэхён подумывает о другом пути, нежели BTS, после воссоединения в 2026 году? Эти слухи уже циркулировали, но всплыли снова после сообщений анонимных источников, указывающих на то, что Тэхён отклонил несколько индивидуальных предложений о контрактах от международных агентств без какой-либо ясной причины. Тем временем Чингук, известный как «Золотой Макне», казалось, отходил от своего обычного жизнерадостного поведения. В коротком интервью корейским СМИ перед отъездом в США он сказал нечто, что теперь кажется предзнаменованием. «Иногда нам приходится петь песню, даже зная, что конец будет болезненным». Это было похоже на небольшое окно в нечто большее, что-то невысказанное, но подвешенное между необъяснимыми завитками и взглядами. ARMY начали задаваться вопросом, что же именно происходило за кулисами этого концерта? Мы знаем, что недавний стиль выступлений Чингука продемонстрировал радикальные изменения. Он стал спокойнее, более вдумчивым, даже склонный к эмоциям. Многие связывают это с физическими и психологическими изменениями, которые претерпели участники BTS после окончания службы в армии. Тэхён, например, выглядит заметно более мускулистым и дисциплинированным, результат интенсивных тренировок в составе южнокорейского спецназа, как сообщал Money Control 20 июля 2025 года. Но являются ли эти изменения исключительно профессиональными, или же за ними скрываются глубинные эмоциональные конфликты? Нельзя отрицать, что культурное влияние BTS распространилось далеко и широко. Образовательные курсы о них теперь преподаются в Калифорнии, что свидетельствует об их погружении в нечто большее, чем просто группа. Они – мировое явление, чья история жизни, как на сцене, так и за ее пределами, стала предметом изучения, вдохновения. А теперь и источником беспокойства. Это начало новой эры или конец чего-то, чего мы никогда не представляли.
Многие до сих пор помнят, как «Take-Two» песня, выпущенная к десятилетию BTS в июне 2023 года, когда-то была названа последним любовным письмом группы к ARMY. Но может ли эта песня быть на самом деле ранним намеком на то, что сейчас начинает проявляться? Знает ли Крис Мартин что-то, чего не знаем мы? Некоторые фанаты даже предполагают, что последняя совместная работа Криса и Тэхёна, о которой пока официально не было объявлено, будет содержать скрытое послание, объясняющее все молчание. И если это правда, то реакция Чингука не просто эмоциональна. Это знак того, что за кулисами этого грандиозного концерта ждет нечто большое, возможно, болезненное. По мере приближения даты концерта аура таинственности окутывала каждый их шаг. Даже репетиции проходили под усиленной охраной, и только нескольким посвященным было разрешено войти. Некоторые говорили, что открывающей песней будет неизданная песня BTS, исполненная только Тэхёном. Почему? Чингук не хотел ее петь или не мог? Этот вопрос эхом разнесся по форумам поклонников, вызвав бурные домыслы о возможном молчаливом расставании, о сольных проектах, о невысказанных противоречиях, и, что самое болезненное, о возможности того, что этот концерт был не о том, чтобы быть вместе, а о молчаливом решении идти разными путями. Крис Мартин, возможно, просто выразил восхищение, но его слова открыли дверь домыслам слишком широко, чтобы закрыть ее, а реакция Чингука слишком честна, чтобы ее игнорировать. Теперь миллионы глаз будут на сцене в Соединенных Штатах, не только чтобы посмотреть концерт, но и прочитать жесты, выражения и движения, которые могут ответить на все вопросы или просто добавить новые раны в сердце поклонников. Это было начало конца или просто еще одна болезненная глава? И, что еще важнее, готовы ли мы услышать песню, которая может все изменить? Что могло заставить такого мирового айдола, как Чингук, склонить голову под ликование тысяч поклонников? Бремя тайны, которой слишком тяжело поделиться, или потеря чего-то, что еще даже не произошло? Дни перед концертом в США были напряженными, никто из участников BTS не сделал четкого заявления об этом сотрудничестве, которое преподносилось как поворотный момент в сольной карьере Тэхёна. Но сквозь тишину, сквозь крошечные трещинки просачивались намеки из движений тела, из мимики, из того, как они избегали камеры, и из туманных замечаний в интервью, которые обычно были полны смеха, которые теперь превратились во фрагменты, похожие на отрывки прощального стихотворения. Сам Крис Мартин не повторял своего заявления, он предпочел промолчать после того, как поднял шум в первом интервью, но публика знала, что что-то началось, и пути назад нет. ARMY начали пересматривать все взаимодействия Тэгука за последние месяцы. Один фанат в Твиттере выложил подборку безмолвных видео Чингука во время выступлений Тэхёна. На нескольких кадрах в уголках его глаз были отчетливо видны слезы, которые он быстро вытер тыльной стороной ладони, словно не хотел, чтобы об этом узнал весь мир. Но мир знал, мир видел, и мир задавался вопросом: это тревога или потеря? Тем временем в СМИ начали просачиваться внутренние отчеты. Анонимный сотрудник концертной команды сообщил, что Тэхён выступит сольно с новой песней, не входящей в официальные каталоги BTS или Coldplay. Песня называлась «Безмолвный вальс», и когда ее впервые исполнили на частной репетиции, как сообщается, все в студии замолчали, некоторые даже плакали. Тэхён пел так, словно отпускал что-то, не кого-то, а что-то, как мечту, которая когда-то была ему дорога, и теперь ему пришлось ее отпустить, говорится в одном из анонимных сообщений, распространяемых в сообществе K-pop Reddit. А когда представителей HYBE спросили о Silent Waltz, они предпочли уклониться от ответа. «Мы пока не можем подтвердить подробный сет-лист концерта», гласило их краткое заявление, но кто не знает. Когда компания начинает молчать, именно тогда публика начинает по-настоящему слушать. Больше всего фанатов потряс незначительный инцидент, произошедший во время репетиции в Лос-Анджелесе за 2 дня до основного концерта. На видео, попавшем в сеть, Чингук сидит в углу сцены спиной к зрителям, его руки дрожат, когда он держит микрофон, а Тэхён стоит рядом, словно изваянный, безмолвный. Никакого приветствия, никакой улыбки, только дистанция, и тишина такая густая, что, казалось, вот-вот разобьется стекло. Были ли эти двое в ссоре или это просто эмоциональное прощание, к которому они не были готовы? Некоторые ARMY начали предполагать, что у Тэхёна и Чингука личный конфликт из-за планов их сольных проектов.
Проблема усугубилась утечками информации о том, что Чингук отклонил несколько предложений о сотрудничестве с западными артистами, чтобы отдать приоритет возвращению BTS, в то время как Тэхён, как говорят, был более открыт для сольных проектов в разных жанрах, включая сотрудничество с такими музыкантами, как Крис Мартин и, возможно, по слухам, к чему-то большему, чем мы можем себе представить. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick.